Всем привет, друзья! Это очередной выпуск громких новостей на канале Loud Sound. Здесь мы рассказываем о самых лютых проектах и новинках из мира железа. И сегодня в выпуске вы увидите: 3 дня при помощи лома и какой-то матери Артем убирал с Хаммера ящик. Неужели такси так затягивает? Ты завершил с автозвуком? Такси. В такси, что в задние места? Такси были? выгоднее, конечно. Орел на Уралах. Студия в огнях. И проект «Хищник». Очередная приора, дающая по трусам, и многое другое. Чем ближе новый сезон, тем больше новых проектов и тем больше желающих заменить свое старое оформление. 1,5 месяца до начала сезона Артем 3 дня в Хаммере, всем так полюбившимся, 3 дня только выламывал старое оформление. А ведь еще говорят, ломать не строить. Планирует закончить обновление он до 20 апреля и приехать на нем в Краснодар. Хочу заметить, на старом оформлении было откатано 3 сезона. За это время получено 14 званий чемпиона России и более 150 кубков. Все детали на момент подготовки материалов Артем еще держал в секрете. Но вангую, что сабов будет больше, чем 2, и они будут точно не из видео. Opel. Думаю, многие из вас его узнают, ведь автомобиль капитана Урал Sound Team студии в огне Дмитрия Федорова является 4-кратным чемпионом России. За средним результатом 120,31 децибела становится Дмитрий Федоров. Один раз в тяжах, в раске и трижды во фронтах. BTL 1.6 2018 год, DV Battle Door 1.6 2017 год и SPL Show Beach Front 2017. Beach в смысле пляж, то есть пляжный фронт. Хотя порой у некоторых такое увидишь, что думаешь, действительно не мешало бы сделать номинацию Beach Front. Беспощадный Russian Beach Front 2019. Ладно, возвращаемся к Opel. В нем еще когда-то стояли бюджетных 6 сабов Урал Patriot 15 дюймов. Да навали ты. А чуть позже стал БП 6 порядка на 6, также 15-дюймовых сабах, но уже Урал Ультиматум. От 3 усилков Ультиматум 18800. И система получилась очень низкоиграющая. Вы представляете, что творится с дверями на 23 Гц? Да их просто рвет. Сабовое оформление остается таковым и на сегодняшний день. Изменений по нему в этом сезоне не предвидится. Однако, сделана доработка по салону, сварен каркас потолка и зашит фанерой. При этом фанеру гнули, чтобы максимально повторить профиль крыши. На сезон 2019 года автомобиль готовится к переклейке уже в новую пленку. Это будет черно-красный хамелеон с дальнейшим покрытием автомобиля керамикой. Для этого автомобиль выводится просто в идеал. Никаких тычек, вмятин, перепадов. Под переклейку, кстати, готовит небезызвестный автозвукер из Владимира с резом 160 из багажника. Это Олег Песклов. Кстати, суммарные затраты только на один кузовной ремонт уже составили более 150 тысяч рублей. Также на этот сезон было решено реализовать тыл с динамиками наружу, но не во всю дверь, как мы уже ранее рассказывали у Gorilla Tool, а только в районе окон на 13-х динамиках Урал Patriot Neo в количестве 48 штук и 6 рупоров Patriot SPL Extreme. На все это дело будет 8 усилителей децибел 6180. На фронт пойдут те же усилки, но в количестве уже 2 штук 6180, и стоять будут Урал Patriot Neo 165. Но на сезон они заменятся на предстоящую новинку от Урал Sound. Уже даже есть готовые прототипы, и скоро вы сами все увидите. «2019 год» — это 3-й сезон для Форда. Проект «Хищник» команды Team SWAT Rush от Cosmo Sound. В прошлом году вы могли видеть этот Форд, мы уже о нем рассказывали, но тогда он был на компонентах ГЗ, собрав за 2 сезона более 80 чаш на различных форматах России. В предстоящем сезоне Форд будет выступать в классе на одну открытую калитку.
Работы по нему идут полным ходом, уже проложена новая силовая проводка, сделана дополнительная виброизоляция. Задняя часть, кстати, фальшпанель, она будет перетянута в кожу и иметь подсветку. Сам же автомобиль будет также перетянут, но в винилографию, и будет она в стиле хищник. Оформление бампас 4-го порядка, порт посередине и 6 штук 15-дюймовых сабов. Данное оформление отлично себя показало как на одну открытую калитку, так и на две. По сервису же там SWAT Predator PDT 15D1 Full Carbon. Это новые сабы, и пока информации по ним, к сожалению, не найти, но это настоящие, мать его, монстры. Весит каждый около 50 кг, катушка 4 дюйма, магнит 280 мм в диаметре, и смотрятся они очень эффектно. Временный вариант для запуска сабового звена и лайтового валева всего лишь 20 киловаттный квазар. Повторюсь, это лишь временное решение. На питании две секции лития по 700 ампер и генератор Denso 220 ампер. Все это делается для того, чтобы автомобиль мог спокойно целый день отработать на площадке, развлекая народ. А потом еще и дать по трусам на замерах. В калитках и задних форточках SWAT SBT 65 Pro и SWAT SBT 4N Pro. SWAT SBT 80 Pro идет уже на задней крышке как снаружи, так и внутри. Фронт водительской двери включает в себя 16 шестнарей и 6 рупоров. Пассажирской двери чуть меньше, это 10 шестнарей и 6 рупоров. Качать все это дело будет два усилителя. SWAT SBT 1 3000DF на серединке и один усилитель SWAT REV 4.110 на ВЧ. В предстоящем сезоне ожидается много ветра и надеемся увидеть неплохие цифры на датчике. Так что всем удачи! Как говорится, нормальная приора должна весить 2 тонны и быть чуть громче штатки. И Владимир придерживается этого правила. Только, к сожалению, в прошлом сезоне у него повыступать не получилось из-за нехватки мощности. А вот уже в этом сезоне Владимир наверстывает свое. И уже является первым обладателем в своих краях сабвуферов Edge Extreme 12 дюймов, которых насчитывается 8 штук в оформлении BP4. На двух моноблоках Edge 12 тысячник. На все про все литий Winston 770 ампер и два генератора 320 ампер от Car Stereo 09. Помимо самой пневмы, которая является обязательным атрибутом любой четкой приоры и которая еще только будет установлена, в авто уже реализован фронт и тыл, который собран также на компонентах Edge. Фронт включает в себя 8 пар 65L. 2 пары драйверов 45T и 5 пар пищалок 23N. Усилители EDA 2000.4 и 2 штуки 350.2. Тыл 4 пары медов 8 BP. Серединки 2 пары 65L и 3 пары пищалок 23N. По усилителям на тыл EDA 4500.2 и 2 штуки 350.2. Так что, друзья, одной приоры, дающей по трусам, становится больше. Но это лишь малая часть проектов, которые нас ожидают в новом сезоне. О наиболее актуальных и самых дерзких мы обязательно вам расскажем. А на этом пока все. Спасибо, что смотрели. Это были громкие новости на канале Loud Sound. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И всем пока. Живите громко. Листая ленту Instagram, я наткнулся на это. Как? Ну вы скажите, как такое возможно? Инсталл в бампере. Это тот случай, когда динамики уже ставить попросту некуда. А вот мне интересно, когда наши смогут на это ответить и повторить.